Богатые и бедные люди. Богатых от бедных, прежде всего, конечно, отличает не какие-то внешние атрибуты. Это первое, что, конечно, бросается в глаза. Внешние атрибуты, дорогие машины, огромные дома, какая-то волшебная брендовая одежда, аксессуары. Но на самом деле это всего лишь фантик, это то, что снаружи. А внутри их отличает то, как они мыслят, и то, как они действуют. То, что делают, то, что могут себе позволить делать люди с бедным мышлением, никогда не будет делать по-настоящему богатый человек. И об этих ошибках я рассказал в этом видео. У богатых больше денег не потому, что у них какой-то, особый коэффициент интеллекта, какой-то особый ум, или они получили какое-то совершенно невероятное образование, и именно поэтому они стали богатыми. Посмотрите вокруг. Полно людей очень умных, с великолепным образованием, у которых совершенно нет денег. Богатых и бедных отличают привычки в том, как они обращаются с деньгами. Бедный человек, как правило, он живет просто от зарплаты до зарплаты. Все, что он получил, он уже либо тратит на покрытие каких-то кредитов, долгов, тратит на свои какие-то текущие нужды, а когда что-то остается, он руководствуется таким принципом. Раз у меня осталось, теперь-то я наконец себе могу позволить то, о чем я так долго мечтал. Он бежит и покупает что-то дорогое относительно, что будет его радовать. Безусловно, надо себя радовать. Но богатые мыслят совершенно по-другому. Богатые мыслят долгосрочной перспективой. И они всегда стараются сохранить какую-то часть своего текущего дохода для того, чтобы создать будущее для себя, для своей семьи, какое-то будущее. Они всегда имеют накопление. И даже в случае каких-то абсолютно непредвиденных обстоятельств, кризис, война и так далее, болезни, какие-то ситуации абсолютно непредвиденные, которые время от времени случаются в жизни, даже если не с вами, то с вашими близкими, родственниками, о которых нам нужно заботиться. И в этой ситуации богатого человека есть какая-то подушка, и, как правило, он не теряет всю свою жизнь, он не теряет все свои накопления, а бедному человеку в этой ситуации остается только одно — просто распродавать какое-то свое имущество или подряжаться и искать какую-то еще работу для того, чтобы заработать себя просто до полусмерти. Вторая ошибка. Бедные люди, как правило, винят окружающих в своих неудачах. Вы наверняка такое видели. Понимаете, когда если вы выросли в небогатой семье, а я вырос в очень небогатой семье, и я помню это отношение, это такое умонастроение, когда у кого-то там есть машина и загородный дом. То есть эти люди, бедные люди на них всегда смотрят с некоторым подозрением. В них что-то не так. Классная тачка. Спасибо. Другими словами, бедные люди всегда находят оправдания, находят причины, которые на самом деле потом мешают им самим добиться успеха. То есть они в каком-то смысле занимают позицию жертвы. Им нужно кого-то обвинить в том, что у них сейчас в настоящее время недостаточно денег и что-то не получается. Это люди, которые концентрируют свое внимание на том, что не так с теми людьми, у которых есть деньги. Они концентрируют свое внимание на каких-то негативных аспектах. И, наверное, в этом заключается феномен хейта в социальных сетях в отношении богатых и знаменитых. В этом заключается феномен, почему эти дешевые журнальчики, которые рассказывают всякие сплетни о богатых и знаменитых, так популярны и продаются бешеными тиражами, потому что людям эту ненависть, эти оправдания собственной каких-то неспособностей им надо чем-то подпитывать. Но это, понимаете, это определенная точка зрения, это точка зрения жертвы. Потому что если ты смотришь на людей, у которых больше денег, у которых больше результатов, у которых больше богатства, и вместо того, чтобы этим восхищаться и чему-то научиться на их опыте, если вместо этого ты все время придумываешь какие-то идеи, что с ними не так, почему они плохие, почему это неправильно, то эти идеи, которые ты создал, они становятся частью твоего собственного мировоззрения, который автоматический вывод из этого мировоззрения такой, что быть богатым, знаменитым, иметь деньги — это плохо.
потому что ты уже обвинил других людей в этих всех грехах. И, естественно, так как ты человек хороший в глубине души, конечно, ты не хочешь быть частью этих грехов, и таким образом ты абсолютно сам в своем собственном разуме создаешь конструкции, которые мешают тебе перенимать успешный опыт, делать правильные вещи и становиться богатым. Поэтому вот эта вот позиция жертвы, обвиняющей в неправильности и несправедливости тех, кто зарабатывает, это, наверное, одна из самых ужасных вещей, которая отравляет разум и которая заставляет людей продолжать быть бедными. Третья довольно банальная привычка. Бедные берут кредиты, занимают деньги и тратят деньги на самом деле на ненужные вещи. Да, и богатые тоже, конечно же, берут кредиты. Понятно. Но они делают это по-разному. Богатые люди берут кредиты и занимают деньги на то, чтобы приумножить свое богатство, свое состояние, чтобы создать новые источники заработка или увеличить имеющиеся источники заработка. Понимаете? А бедные делают приобретения и занимают деньги на то, чтобы порадовать себя какой-то ненужной абсолютно безделушкой. Конечно, в этот момент возникает вопрос, а когда же жить начинать-то? Когда же жить начинать? Да вы поймите, на самом деле iPhone самой последней модели не сделает вас счастливее. Удовольствие, которое ты получишь, купив iPhone самой последней модели, оно очень сиюминутное. Пройдет неделя или две, и это удовольствие на самом деле, оно испарится, оно рассосется. Настоящее удовольствие ты можешь получить тогда, когда ты уверен в будущем, когда у тебя есть какие-то накопления, когда ты понимаешь, что случись что, ты можешь позаботиться о себе и о своей семье. Вот это приносит настоящее удовольствие. Богатый человек берет деньги для того, чтобы проинвестировать эти деньги, для того, чтобы увеличить доход, прибыль, укрепить свой бизнес и так далее. А бедный человек будет гоняться за какой-то шмоткой с красивым, известным, раскрученным брендом, логотипом и так далее. Для чего? Для того, чтобы быть как все, быть в тренде, и пройдет всего несколько месяцев, ему придется за это рассчитаться. Или даже экономить на еде. Он подойдет ко всему. Выгодное вложение. И тогда ты придешь в Олет уверенный. Уверенный? И гордый. Гордый. Девушка в зеленом шарфе. Зеленый шарф, пожалуйста. Хороший выбор, это последний. Да, бывают ребята, которые готовы экономить на всем. Едят там одну вермишель и гречку, а все, что зарабатывают, полностью инвестируют в, не знаю, в недвижимость, в акции, в то, чтобы заработать все больше и больше, чтобы создать себе какие-то пассивные источники дохода, загоняют себя совершенно, там, не могут купить себе нормальные ботинки и какой-то приемлемый автомобиль, чтобы быстрее там делать свою работу и ездить по делам. Такие ребята тоже бывают. Об этом написано много книг интересных, художественных. Но это такой какой-то экстремальный случай. И я к этому не призываю. С моей точки зрения и в моих правилах, например, довольно разумно потреблять. То есть, если, например, я хочу купить автомобиль, то я должен для себя сначала решить, какой процент от моего годового дохода я готов потратить на то, чтобы приобрести этот автомобиль. И я могу вам сказать, что для меня, например, выглядит мега странным, когда человек покупает автомобиль, который стоит больше, чем 10% его годового дохода. То есть в такой ситуации я бы тоже какое-то время подождал, увеличил свой годовой доход, а потом спокойно пошел и купил себе тот автомобиль, который мне по карману. Четвертая привычка. Вполне естественная, но, тем не менее, она очень разрушительная. Бедные люди общаются с таким же точно бедным окружением. Я понимаю, что это нормально, это естественно, если ты родился и вырос в небогатой семье. Если ты тусил в подъезде и во дворе с такими же точно ребятами, у тебя формируется определенное окружение. Это абсолютно нормально. Но проблема такого окружения заключается в следующем, что эти люди, они зафиксированы в определенной точке зрения, они определенным образом смотрят на мир. У них одни и те же идеи, одни и те же оправдания, в особенности в отношении денег, в отношении бизнеса, в отношении богатства. И такое окружение, оно тебя фактически фиксирует в этой точке. Это окружение не будет тебя вдохновлять, она не будет тебя подталкивать. Эти люди тебе не скажут: слушай, ты что-то тупишь, Санек,
ты тормозишь. Давай, сделай что-нибудь, ты можешь больше, понимаете? Только те люди, которые достигли большего, у которых больше доход, у которого больше достижения, только эти люди, которые чего-то достигли, они смогут тебя замотивировать. Замотивировать как минимум своим собственным примером. Замотивировать своими идеями, своим общением, какими-то советами и так далее. Только в таком окружении, если ты таких людей, людей, которые сильнее тебя, людей, которые богаче тебя. Если ты будешь иметь таких людей в своем окружении, вот тогда это окружение будет тебя мотивировать и будет тебя подталкивать. И поэтому богатые люди, как правило, посещают бизнес-тусовки, участвуют в каких-то бизнес-сообществах, нетворкинге, вписываются в какие-то программы, вписываются в какие-то тренинги, где они могут пообщаться с другими успешными предпринимателями, смотрят соответствующие каналы на Ютубе как минимум, следят там в социальных сетах, их читают книги, их интересует то, как мыслят богатые люди, успешные люди. И, естественно, возникает вопрос, а я-то им зачем? Зачем они со мной будут дружить? Зачем они со мной будут тусоваться? И это хороший, справедливый вопрос, потому что богатые ребята, они не дураки, они прекрасно понимают, что от их успех также зависит от их окружения. Это окей. Но есть бизнес-нетворкинги, есть бизнес-ивенты, есть бизнес-клубы. Я видел очень много успешных и богатых ребят, которые приходят на эти нетворкинги, клубы, они выступают, они делятся. И когда они делятся этим, когда они каким-то образом себя реабилитируют, они каким-то образом себя усиливают, потому что им нравится делиться своим успешным опытом. Кстати, я знаю очень много богатых людей, которые с удовольствием дают советы, с удовольствием делятся своим опытом, с удовольствием поддерживают там начинающих предпринимателей. Никогда не видел себя в такой роли. Я больше за кулисами. Советник, стратег. Почему они это делают? Да очень просто. У них все в порядке. Они хотят принести в этот мир больше добра, больше разумности и помочь просто таким же ребятам, которые находятся в ситуации, в которой когда-то были и они. Это, кстати, одна из причин, почему я веду свой YouTube-канал. Я родился в Сибири, вырос в Поволжье, в семье рабочих, заводских рабочих. И я могу сказать, я имею очень хорошее представление о том, что происходит в этой среде и насколько сложно из нее выбираться. Поэтому я в том числе с удовольствием делюсь своими идеями для того, чтобы помогать предпринимателям и руководителям. Так что, если вы хотите разбогатеть, что ж, меняйте окружение. Это не значит, что вы должны забыть про всех своих старых друзей. Я об этом не говорю. Но сделайте так, чтобы в вашей жизни появились новые имена, новые люди, новые знакомые. Общайтесь с ним, не стесняйтесь, задавайте вопросы. И, возможно, вы получите очень дельные советы. Пятая привычка бедных людей, они стараются, как это сказать, оставаться в тени. Не привыкли то, что называется, набивать себе цену и демонстрировать свои результаты, и не очень положительно, отрицательно относятся к какому-то самопиару и самопродвижению. При этом обратите внимание, богатые люди стремятся продвигать себя, они стремятся демонстрировать свою ценность для окружающих, свою экспертизу. И, кстати, благодаря этому они обрастают связями, к ним приходит больше возможностей, на них направлено больше внимания, им делают больше бизнес-предложений, ими интересуются, с ними хотят работать, с ними хотят что-то создавать. Поэтому вывод здесь какой? У каждого человека есть достижения, у каждого человека есть экспертиза, у каждого человека есть сильные стороны. Продвигайте их, демонстрируйте их, рассказывайте о своих результатах. За счет этого вы привлечете больше позитивного внимания, и вы получите больше связи, больше поддержки, и вам легче будет достигать своей цели. Шестая привычка. Бедные люди, многие бедные люди всю жизнь вкалывают, чтобы больше заработать. Знаете, есть много пословиц на эту тему в русском языке. Терпение и труд все перетрут, без труда не вытащишь там рыбку из пруда и все такое прочее. Знаете, нам с детства забивают в голову эту идею, что если ты хочешь процветать в жизни, то тебе нужно тяжело и много работать. И знаете, что я вам скажу? Это ложь. Это неправда. Если у вас есть такая идея, просто поймите, это ложь. Вас обманули.
Я не говорю о том, что не надо трудиться. Я не говорю о том, что не надо прикладывать усилия. Богатые тоже трудятся. И тоже прикладывают усилия. Но есть один маленький нюанс во всем этом. Понимаете? Если ты работаешь дворником, и ты хочешь заработать деньги, то как бы тяжело ты ни работал, и сколько часов бы ты ни работал, ты можешь эту метлу стереть, там, черенок об асфальт полностью. Но ты никогда не заработаешь на достойную жизнь. Ты заработаешь только на выживание. В то же время, если вы посмотрите на предпринимателя, руководителя какой-то компании, хорошего эксперта, там, продавца, специалиста, я не знаю, звезду Ютуба и так далее. Эти ребята тоже тяжело работают, но не так тяжело. Но они зарабатывают совершенно другие деньги. Почему так происходит? Ответ очень простой. Они выбрали правильную роль. То есть, если ты хочешь зарабатывать, если ты хочешь иметь высокий доход, тебе нужно понять такую вещь, что, конечно, трудиться, конечно, напрягаться, прикладывать усилия нужно. Но если ты выбираешь неправильную роль, то сколько бы ты ни трудился, ни напрягался, ни прикладывал усилий, денег у тебя не будет. Поэтому, когда ты работаешь и зарабатываешь сегодня себе на, как говорится, на насущные потребности, ты должен постоянно думать над тем и искать возможность сменить эту роль. Я займу высокооплачиваемую и влиятельную должность. Для начала принесите диплом. Есть ли у вас докторская степень? Того, что я мужчина, мало? Боюсь, сейчас это скорее минус. Ну, например, если ты берешь и какую-то часть своего дохода начинаешь во что-то инвестировать, во что-то, что действительно приносит деньги. Не просто твое тщеславие там тешит тем, что у тебя есть модная шмотка или модный iPhone. Нет, а тем, что на самом деле приносит тебе доход и приносит тебе деньги. То ты таким образом начинаешь переключаться постепенно в эту роль. Что еще помогает тебе сменить роль? Ну, конечно, хорошее обучение, хорошие знания, смена профессии. Иногда люди зарабатывают неплохо, но они меняют профессию и временно теряют в своем доходе на какое-то время, понимая, что когда они приобретут в этой профессии, в этой деятельности экспертизу, они начнут зарабатывать больше. Практически каждый предприниматель, который до этого был успешным наемным сотрудником и руководителем, когда начинает свой бизнес, теряет в доходе. Я помню прекрасно, я работал в консалтинговой международной компании руководителем подразделения. Я имел очень неплохую заработную плату. А потом я начал свой бизнес. И мне буквально там, на протяжении года иногда мне просто кушать нечего было. Мои друзья, добрые друзья в этот момент, которые работали в госучреждениях, привозили мне продукты. А моя жена, так как у нас денег не было купить там какой-то соус там, или кетчуп, то есть она из томатной пасты варила томатный соус и для того, чтобы сдобрить этим делом макароны. И это абсолютно реальная вещь, это не сказочка какая-то. Это был мой первый год в бизнесе. То есть, находясь на высоком уровне заработной платы, там, наемного сотрудника, руководителя подразделения, я начал предпринимательство, и мой доход свалился прямо в пропасть. Но, тем не менее, я это сделал, я поменял эту роль. Почему? Потому что я понимал, что там есть потенциал, и он в разы больше, чем тот потенциал или те достижения, которые у меня были. Иногда приходится даже жертвовать доходом. Но что это такое? Это не жертва, это инвестиция в будущее зарабатывание денег, в будущий доход. Не переставайте работать, будьте трудолюбивыми, но не забывайте про этот нюанс, что важно работать над постоянной сменой роли. И в какие-то моменты будут даже провалы в доходе. Но ничего, потом вам это вернется сторицей. Не все хотят быть предпринимателем. Я это прекрасно понимаю, это путь действительно не для всех. Но даже если ты работаешь наемным сотрудником, ты можешь часть своего дохода, часть своей зарплаты куда-то помещать. Инвестировать в то, что потом будет приносить тебе доход. Это могут быть ценные бумаги. Это может быть какая-то недвижимость, но только если соответствующая фаза на рынке присутствует и так далее. Но опять же, чтобы тебе это сделать, во-первых, тебе нужно отложить эти деньги, а во-вторых, тебе нужно немножко погрузиться в это дело. Когда я говорю о смене роли, то есть если ты хочешь отложить какие-то деньги с зарплаты, а потом, например, заработать на этих деньгах, ну, скажем, в ценных бумагах, то тебе придется потратить время, погрузиться в эту область, чтобы понять, а как в области ценных бумаг зарабатывать деньги. То есть тебе надо будет с этим разобраться. Это потребует определенных усилий. Но если ты это делаешь правильно, ты начнешь на этом зарабатывать все больше и больше. 7-я привычка бедных людей.
бедные люди относятся к обучению примерно так. Ну, я уже закончил школу, я даже закончил колледж, и как бы все, я получил все дипломы. На этом в моей жизни вот этот процесс обучения, он закончен навсегда. Я уже, как говорится, свое отрубил, и все. И больше мне учиться некому. Ну, может быть, какие-то отдельные небольшие курсы время от времени, когда это будет необходимо, если надо будет что-то новое в моей профессии освоить. Это ужасная идея. Абсолютно ужасная идея. Бедные люди остаются бедными, потому что только через обучение ты можешь изменить свою точку зрения, изменить вот эту роль, о которой я тебе говорил. Богатые люди постоянно учатся и постоянно развиваются. Есть более важные свершения. Я должен знать все! О, боже. Бедные убеждены, что они знают просто все. А богатым все время не хватает знаний. Они очень жадные в отношении знаний. Поэтому они берут какие-то курсы, поэтому они читают книги, поэтому они находят людей, экспертов, консультантов и так далее. Потому что богатый человек понимает, что чтобы оставаться богатым и еще более эффективно управлять своими деньгами, своим капиталом, либо своим бизнесом, который тоже является капиталом, тебе нужно постоянно повышать свой уровень компетентности. В этом мире, в природе не существует такого понятия, как стабильность. Ты либо идешь вниз, либо ты идешь вверх. Просто по той причине, что мир не стоит на месте. Просто по той причине, что мир бизнеса, мир финансов, эта цивилизация постоянно меняется. Если ты пытаешься оставаться на уровне, не увеличивая свои знания, то ты неизбежно деградируешь, ты неизбежно идешь вниз, в то время, когда люди вокруг, они развиваются. Поэтому человек с богатым мышлением постоянно учится. Ну, а если ты предприниматель или руководитель, и ты хочешь быть человеком с богатым мышлением, ну что ж, тебе надо прокачивать скиллы в управлении людьми в первую очередь. И для этого приходи на мой мастер-класс «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена». Это такой мастер-класс для профессиональных владельцев бизнеса, но для тех, кто при этом застрял где-то в росте, у кого нет большого, быстрого роста компании, и для тех, кто хочет вот этот невидимый барьер, невидимый потолок преодолеть. На этом мастер-классе я даю инструменты, которыми должен пользоваться владелец бизнеса, инструменты, которые изменяют то, как делать бизнес, организовывать работу компании, работу команды, и благодаря чему можно начать расти намного быстрее. 8-я привычка бедных людей – это зависть. Понимаете? У него есть, а у меня нет. И поэтому довольно часто бедные люди смотрят с завистью на тех, кто богаче, на тех, кто более знаменит. Зависть – болезненная эмоция. Такая ревность, обида, возмущение. Ну, давайте честно посмотрим на то, что такое зависть. Зависть можно было бы охарактеризовать такой идеей. Я недостаточно способный, я недостаточно хороший, и поэтому мне нужно как-то оправдать это. То есть мне нужно как-то других сделать меньше, как-то их принизить для того, чтобы я, несчастное существо, чувствовал себя лучше, хоть как-то в этой жизни. Потому что если я закидаю их какашками, если я их как-то обесценю, то мне душевнее станет спокойно. Потому что они на самом деле... Тогда я уже не кажусь таким ничтожеством. Говорят, в Линкольн-центре лекция об анархии в обществе. Верно, давай лектора какашками закидаем. То есть это просто природа зависти. Я не говорю, что у вас есть зависть. Я просто объясняю, в чем заключается природа зависти. И поэтому человек, который завидует, он вместо того, чтобы посмотреть на этого богатого сукина сына и задаться вопросом, восхититься, во-первых, этим, а во-вторых, задаться вопросом, как ты это сделал вообще? С чего ты начинал? Что ты делал в самом начале? Потому что, легко понять, что богатые люди делают прямо сейчас, но это навряд ли тебе поможет. Я думаю, гораздо более интереснее понять, а что эти люди делали в самом начале, когда они только выбирались из состояния бедности. Именно, кстати, поэтому я с большим интересом читаю хорошо, профессионально написанные биографии знаменитых людей.
И недавно вышла книга Уолтера Айзексона. Это один из лучших биографистов Запада, с моей точки зрения. Я восхитился его книгами, когда я прочитал Стива Джобса. Он написал биографию Стива Джобса. А вот недавно вышла книга про Илона Маска. И я знаю, что этот парень, он пишет классные биографии, настоящие. Знаете, настоящая литературная работа с деталями. Почитайте эти книги, разберитесь, что делали эти ребята, которые сегодня богатые и знаменитые, что они делали для того, чтобы сделать свои первые шаги. И делайте это. И, кстати, это довольно интересно, что когда вы это изучаете, вы обнаружите, что там нет каких-то супер больших домов, красивых тачек, денег на ветер, бренды, 15-х айфонов. И там нет ничего такого. Там было много правильной, но тяжелые работы. Но я подчеркиваю, правильной работы. Там было много рисков, там много было смелых мыслей, там было очень много, как правило, работы с непредсказуемым результатом, но, тем не менее, они это делали. Поэтому отбросьте эту идею. Видеть в богатых, знаменитых нечто плохое, слушать какие-то глупости и сплетни, и постарайтесь поменять свою точку зрения и задаться вопросом, а что они делают правильно? Как они это делают, почему они это делают. И в особенности, если у вас есть возможность отмотать, узнать, что они сделали в самом начале их карьеры, вот это будет наиболее интересным. Знаете, примите такую точку зрения исследователя, следопыта, чтобы понять, как они делали, что они делали и какая точка зрения у них в этот момент была. И это интересно, и, скорее всего, вам это поможет.